Сегодня стало окончательно ясно, что представленные Киевом доказательства вины ополченцам в крушении Боинга, запись якобы проведенных ими переговоров, является сфабрикованной подделкой. Это официальный вывод экспертов, которые изучили пленку. И пришли к выводу, что речь идет о соединенных вместе фрагментах разных разговоров. О том, как украинские власти пытаются снять с себя ответственность за трагедию и как Киев в очередной раз поймали на лжи, Дмитрий Мельников. Запись переговоров, которые украинские спецслужбы представляют как главное доказательство причастности ополченцев к катастрофе Боинга, после анализа оказывается откровенной фальшивкой. Представлена спектрограмма 3 переговоров из второго фрагмента записи. Один из самых авторитетных специалистов в области звукового и речевого анализа Николай Попов и его коллеги-эксперты досконально изучили цифровую запись, выложенную Службой безопасности Украины, и убедились, что вся она смонтирована из множества несвязанных между собой фрагментов. Представляется так, что это один целостный файл. На самом деле эта звукозапись не является одним целостным файлом, а смонтирована из нескольких фрагментов. Только что сбили самолет, группа минера за Янакиева упал. Вот первый из 3 фрагментов, в котором командующий ополчением Горловки Игорь Безлер, известный также по прозвищу Бес, обсуждает сбитый самолет. О каком именно самолете идет речь, из этой записи не ясно. Однако отчетливо слышно, что звучит название города Янакиева. Как заявил сам Безлер, этот разговор действительно имел место, но речь шла об украинском штурмовике Су, сбитом накануне над этим населенным пунктом. Это чернухинские сбили самолет. Пилотом с чернухинского блокпоста. Казаки, что на Чернухина стоят. Да, майор. Значит, самолет рассыпался в воздухе в районе шахты Петропавловской. Первый 200-й. Нашли первого 200-го. Была женщина. Да, гражданский. Второй фрагмент записи, состоящий из 3 эпизодов, в СБУ также представили как единый смысловой кусок. Проведенный анализ спектра и временных меток показал, что диалог был порезан и также смонтирован. Самый показательный момент – вот эти короткие паузы. Файл, запущенный СБУ, сохранил временные метки, маркеры, которые говорят о том, что клеили этот диалог из разных эпизодов. В первом фрагменте, я еще раз говорю, говорится о том, что сбили казаки, а в третьем фрагменте говорится о том, что конкретно упали тела убитых, то есть тела упавших, фрагмента самолета и так далее. То есть они совершенно различаются. Временные метки файлов, где говорится, что самолет сбили казаки там, но на самом деле временные метки эти, внутри встроены еще другие метки имеются, которые показывают, что первый фрагмент записан там в 16:33, а второй фрагмент тут же появляется в паузе, момент, что появляется метка 17:15, то есть получается совсем в другое время. Лингвистический анализ показывает, что у тех, кто фабриковал эту запись, явно не хватало материала и времени. Коллаж делали на скорую руку. Действительно, там разговор идет о сбитом, то, что идет гражданский самолет. Но здесь не говорится о том в этом. Это уже по факту, уже люди, которые непосредственно на площадке, где уже произошло событие, где на самом деле упал самолет, они обсуждают. Но этот фрагмент никак не связан с первым фрагментом, в котором говорится, что это сбили казаки. Это грубая вообще работа, в которой они убрали, конкретно поставили, кто монтировал этот звукозапись, они оставили метки одного и того же времени, да, а внутри в паузе забыли убрать, и осталось время совсем другое. Тщательное изучение других материалов, которыми сейчас оперируют украинские силовики, например, министр внутренних дел Украины Аваков, говорит о том, что поток низкокачественной фальшивки генерируется на самом высоком уровне. Вот сообщение Авакова в интернете, где он сообщает, что его подчиненные зафиксировали интересные перемещения. 18 июля, 4:50 утра. Якобы тягач с загруженным гусеничным ракетным комплексом двигается через Краснодон в сторону российской границы. На кадрах видны расчехленные ракеты, одна отсутствует. Довольно быстро выяснилось, что это не Краснодон, а Красноармейск, который с 11 мая контролируется Нацгвардией. Отдельный прокол Авакова – плакат с рекламой. Адрес на билборде расставляет все точки над «и». Видео снято совершенно в другом городе. Данное видео действительно снято в городе Красноармейск, который с 11 мая находится под контролем карателей. Более того, в подтверждение этого, сзади
этих установок виден бигборд с четким адресом автосалона, который расположен на улице Днепропетровская, 34. Более того, на заднем плане также виден магазин «Стройдом», который, по словам жителей города Красноармейск, с которым мы имеем контакт, расположен на улице Горького, 49. Отсюда можно четко сделать вывод, что стреляющий БУК, коим преподносит данный БУК господин фейсбучный министр Аваков, находился на территории, временно оккупированной киевской хунтой. Но, пожалуй, самый показательный снова анализ все той же записи переговоров ополченцев. Грубейшая ошибка украинских спецслужб. При элементарном просмотре свойств аудиозаписи выясняется, что файл создан почти за сутки до катастрофы Боинга. Во время создания файлов, обратите внимание, в свойствах файла значит, написано, что 2014 года, 7 месяца, 16 числа, в 19 часов. Обратите внимание, катастрофа произошла с малазийским самолетом 17 числа. Дмитрий Мельников, Виктор Виноградов и Андрей Юрчук. Вести.